Тренировочная неделя номер 3. Я вижу, что активность в социальных сетях растет к программе, поэтому хотел бы сразу объяснить, чем мы занимались первые 2 недели. Первые 2 недели у нас были вкатывающие, то есть не у всех у вас есть одинаковая форма, не каждый из вас готовен к той нагрузке, которую я мог бы дать с самого начала, поэтому я решил 2 недели сделать вкатывающие. Вот с этой 3-й недели мы начинаем добавлять интенсивность, тем самым нагрузка будет постепенно повышаться. Отдохнуть вы сможете на 4-й неделе, потому что 4-ю неделю я сделаю разгрузочную. Эта неделя, 3-я неделя, по-прежнему состоит из 3 основных и 2 дополнительных тренировок. Каждая тренировка по 4 упражнения. Сейчас о каждой тренировке пройдусь отдельно и расскажу, что мы будем выполнять и на что делать основные акценты. Мы начинаем новый тренировочный проект Тарахти Ган. Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из 3 основных тренировок в понедельник, в среду и в пятницу, и 2 дополнительные во вторник и четверг, для тех, кто хочет тренироваться более 3 раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений, которые вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом TarahtiGan и текстом Look My Technique Tarahti. Буду стараться ответить каждому. Поехали! Тренировка номер 1 состоит у нас из 4 упражнений. Первое упражнение у нас гиперэкстензия. Попробуйте делать остановку при полном выпрямлении 2-3 секунды. И сравните выполнение этой гиперэкстензии с той гиперэкстензией, как вы делали ранее. По крайней мере, у меня от этой гиперэкстензии я чувствую, что спина работает лучше. Упражнение номер 2. Взятие на грудь. При выполнении этого упражнения я заметил, что часто делают ошибки, когда во взятие набрасывают сверху. Поэтому постарайтесь контролировать штангу, чтобы она шла как можно ближе к телу, и подхватывать ее при приеме. Так как делают часто, смотрите. Даже тяжело показать. Так как нужно стараться делать, выполнять. Как можно ближе штангу к телу. И вторая самая распространенная ошибка, что спортсмены при взятии держат штангу на пальцах. И порой даже пальцы соскальзывают. Поэтому старайтесь держать штангу постоянно в полной руке, полным хватом. Упражнение номер 3. Тяга толчковая. Это упражнение у нас по-прежнему выполняется в лямках, потому что здесь веса у нас рабочие больше, чем с которыми мы работаем в классических упражнениях. Поэтому для того, чтобы сохранить руки и наши мозоли и разгрузить предплечья, мы используем лямки. Это упражнение, в принципе, все более-менее выполняют правильно, поэтому на нем не буду акцентировать ваше внимание. Мы переходим к следующему упражнению — приседания на груди. Упражнение номер 4. Последнее упражнение в этой тренировке — приседания со штангой на груди. В этом упражнении я тоже использую лямки, что и вам рекомендую, для того, чтобы лучше растянуть и подготовить наши руки для взятия на грудь. Это упражнение по сравнению с приседаниями на плечах делается с меньшими процентами, с меньшими килограммами, потому что я считаю, что основная цель в этом упражнении — делать его правильно, а не так, как его делают при больших килограммах. То есть спина у нас должна быть ровная. Показываю подход, подъем неправильно.
Распространенная ошибка, когда приседает, и приседает вот так. То есть спина у вас получается согнутая. Правильно. Мы поднимаем плечи вверх, штанга лежит на плечах, таз отводим назад. Более подробно это видео есть также на канале, полностью разобранное, поэтому посмотрите, возможно, что-то для себя новое подчеркнете. Тренировку номер 1 мы сделали, поэтому переходим к тренировке номер 2. Тренировка номер 2 начинается у нас по-прежнему с наклонов. Только наклоны у нас уже со штангой, со стоек. Медленно опускаемся. И быстро выпрямляемся. Важно колени сгибать, чтобы это не получилось вот таким вот образом, когда колени прямые, и вы делаете наклон за счет спины. Вся нагрузка тогда идет на поясницу. Колени сгибаем, разводим в стороны. Опять же, эти килограммы мы не делаем, это упражнение мы не делаем с большими килограммами. Для понимания, я это упражнение делаю с весом до 70 килограмм. Вот, поэтому вы регулируете тоже, понимаете свои возможности и, соответственно, от этого исходите. Упражнение номер 2. Рывок плюс рывок с виса. Первый подход мы делаем с помоста, последующий мы делаем с виса. У каждого понимание свиса разное. Для меня это, когда штанга находится ниже колен, приблизительно где-то с той точки, с которой мы стартуем, когда мы делаем это с помоста. Буквально на 2-3 сантиметра выше от помоста. У кого-то это может быть на уровне ниже колен. Опускаем. Отдельное внимание хотел бы обратить ваше на фиксацию. Сделайте, как я только что сделал, после последнего подъема буквально от 2-3 секунды остановку в полном седе, для того, чтобы почувствовать, где вы находитесь. Если штангу будет вести вперед, значит вы будете понимать, какая у вас ошибка. Если будет назад, вы тоже будете контролировать. Поэтому делайте остановку 2-3 секунды в седе, хотя бы на уровне в пределах разминки. Потом, когда вы будете делать вес больше, тогда вы можете уже этого не делать. Мы переходим к следующему упражнению. Упражнение номер 3. Тяга рывковая. При выполнении этого упражнения стараемся сохранить угол наклона тела. Стараемся, чтобы плечи наши накрывали всегда штангу. Распространенная ошибка, когда спортсмены делают вот так. Покажу еще раз. Таким образом, они отваливаются от штанги, переносят центр тяжести на носок, тем самым теряют опору, что очень сказывается в дальнейшем на поднятии большого веса. Упражнение номер 4 на этой тренировке у нас приседание со штангой на плечах. Я думаю, что затруднений оно не должно составить. Единственное, что хотел бы сказать, что я стараюсь чередовать нагрузку в приседаниях как на груди, так и на плечах. Иногда мы делаем это, будем выполнять упражнения 4 по 4, иногда по 3 повторения, иногда вообще у нас будут разовые повторения. Поэтому старайтесь следовать той программе, которую я написал, потому что я имею определенную вариативность в нагрузке. Я представляю, что у нас будет дальше. Поэтому старайтесь не самовольничать.
И помните, что в тяжелой атлетике важна в первую очередь не сила, а важна правильность выполнения, техника выполнения упражнения. Поэтому работайте больше на технику, а силовые упражнения мы с вами подтянем постепенно. The Warm Body Cold Mind Training Camp. You're welcome to visit Ukraine from August 25th to September 10th by Olympic gold medalist Alexei Chorty. It's going to be 2 fantastic weeks at the Olympic Training Center in Concha Zaspa, a perfect weightlifting room with 10 platforms. The main focus of the training program will be put on developing power, technical preparation, mobility and flexibility drills, mental and psychological preparation. See you at the Warm Body Cold Mind Training Camp. Тренировка номер 3 состоит у нас из 4 упражнений. Первое упражнение у нас гиперэкстензия, я уже ее показывал в этом видео, поэтому сразу же переходим к упражнению номер 2. Упражнение номер 2 у нас взятие на грудь плюс приседание на груди плюс толчок. Это упражнение у нас плюс ко всему является еще контрольным на этой неделе, поэтому можете записывать видео, выкладывать его в Инстаграме. Скажу сразу, что будет тяжело, вы будете задыхаться. Вот, но нужно терпеть. Это нужно терпеть, потому что это базовый период, и очень часто я буду использовать это упражнение для того, чтобы разогнаться. Вот. При выполнении этого упражнения я написал, что каждый вес у нас будет сопровождаться 2 подходами, для того, чтобы отработать технику, отработать движение и привыкнуть к весу. Поэтому старайтесь не завышать и старайтесь не убавлять подходы. Если будете чувствовать, что слишком тяжело, тогда сократите просто последний вес. Но подходы перенесите на предыдущий вес. Итак, взятие на грудь плюс приседание плюс толчок. При взятии на грудь мы стараемся, чтобы штанга двигалась как можно ближе к телу. Встали, отдышались. Сделали приседание, сделали вдох, один плюс один будут, конечно же, в последних уже, на последних процентах. До этого у вас будет 2 плюс 2 плюс 2. Запаситесь хорошим дыханием. Вот. А мы переходим к упражнению номер 3. Тяга толчковая. Этим упражнением мы добьем эту неделю. У нас там будет в пределах 100%. Поэтому используйте лямки для того, чтобы сохранить ваши руки. Постарайтесь на этой неделе еще не завышать тягу и сделайте те проценты, которые указаны. Потому что уже через неделю проценты будут намного интереснее, и у вас еще будет возможность добавить поподнимать хорошие килограммы. Мы переходим к упражнению номер 4. Прыжки на козла, либо на возвышенность. Итак, прыжки. Прыжки на коробку, либо на возвышение. Делаем из полного седа. Садимся в полный сед. Подходим как можно ближе к снаряду, на который будем прыгать. Из положения без раскачки выпрыгиваем. Тренируем взрывное качество. Все, на этом тренировка номер 3 у нас закончена. Сейчас я вкратце расскажу о контрольных упражнениях и буду ждать от вас видео в Инстаграме. Пока. Итак, на этой неделе у нас 2 контрольных упражнения. Первое контрольное упражнение у нас рывок плюс рывок свиса, который у нас есть во второй тренировке. И контрольное упражнение номер 2 у нас на грудь плюс приседание плюс толчок. Это упражнение у нас стоит в 3-й тренировке. Напоминаю вам еще раз, что свои тренировки, эти контрольные тренировки вы можете записывать на видео, выкладывать в Инстаграм с хэштегом Тарахтей-Ганг и текстом Look My Technique Тарахтей. Вот. Я в свою очередь буду стараться посмотреть каждого и дать рекомендации в зависимости от того, какие он будет
делать ошибки. Также хочу напомнить о Джастине, который тренируется по моей программе и готовится к соревнованиям. Он ведет форум, ссылки на форум есть в описании к этому видео. Вы можете следить за его успехами, он пишет то, что ему нравится, то, что ему не нравится. Вот. В этом же форуме вы можете задавать вопросы, буду стараться вместе с ним отвечать на них. Поэтому тренируемся вместе, тренируемся правильно. До следующей недели, пока!